Глава. Когда женщина с хроническим кровотечением видит, что она очистилась. Ибн Аббас сказал, она купается и совершает молитву, даже если кровь останавливается в течение 1 часа. Ее муж может совершать с ней половое сношение, раз она совершает молитву, так как молитва важнее. Хадис под номером 331. Сообщается, что Айша сказала, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, когда приблизится время месячных, оставь молитву, а когда не завершатся, смой с себя кровь и совершай молитву. Глава. О совершении заупокойной молитвы по умершей при родах женщине в соответствии с сунной. Хадис под номером 332. Передают со слов Самура бин Джундуба, да будет доволен им Аллах, что после смерти одной женщины во время родов пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил по ней заупокойную молитву, встав напротив середины ее тела. Хадис под номером 333. Сообщается, что Абдуллах ибн Шаддад сказал, «Я слышал, что моя тетя Маймуна, жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывала о том, что она не молилась, когда у нее были месячные, а сидела рядом с тем местом, где совершал молитвы пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он же обычно молился на своей подстилке, хумра, и во время совершения земных поклонов края его одежды касались меня». Книга 7. Книга очищения песком. Таяммум. Очищение чистым песком, пылью и так далее. Таяммум допускается в том случае, когда у человека нет возможности совершить частичное или полное омовение водой. Осуществлять такое очищение необходимо с помощью чистого песка, которым протираются кисти рук, после чего пыль с них необходимо сдуть и провести руками по лицу. Глава. Аллах Всевышний сказал, «Если же вы не смогли найти воды, то очищайтесь чистой землей, протирая ею свои лица и руки». Коран. Сура Аль-Маида. Аят 6. Хадис под номером 334. Сообщается, что жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, «Однажды, когда мы вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выступили в путь и достигли уже Байды, или Зат аль-Джайша, у меня порвалась нить ожерелья. Узнав об этом, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, остановился, чтобы найти его, и этим же занялись находившиеся вместе с ним люди. В этих местах не было воды. И некоторые участники похода, люди пришли к Абу-Бакру, ас-Сиддигу, и сказали ему, «Разве ты не видишь, что сделала Айша?» Она заставила посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и всех остальных людей, не имеющих с собой воды, задержаться в безводной местности. Услышав это, Абу-Бакр пришел ко мне, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, положивши голову мне на ногу, уже заснул. Он воскликнул, «Ты задержала посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и других людей, не имеющих воды, там, где ее нет». Айша сказала, и Абу-Бакр принялся упрекать меня, высказав все, что было угодно Аллаху, а потом стал тыкать мне рукой в бок. Мне же мешало двинуться с места лишь то, что голова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, покоилась у меня на ноге. А когда наутро посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проснулся, и оказалось, что ни у кого не было воды. Аллах ниспослал аят об очищении песком, после чего люди совершили такое же очищение. Что же касается Усайда ибн Худайра, то он воскликнул, «О семейство Абу-Бакра!
Это уже не первое благословение, ниспосланное вам. Айша сказала, а потом мы подняли верблюда, на котором я ехала, и нашли ожерелье под ним. Хадис под номером 335 передается слов Джабира ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне были дарованы 5 вещей, которые не были дарованы никому из пророков до меня. Мне была оказана помощь страхом, который охватил сердца моих врагов, живущих от меня на расстоянии месяца пути. Вся земля была сделана для меня местом совершения молитв и средством очищения. И поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине, время молитвы, он может молиться на этом месте. Военная добыча, которую не разрешалось брать никому из пророков до меня, было дозволено мне. Мне было даровано право заступничества. И кроме того, раньше каждый пророк направлялся только к своему народу. Я же был направлен ко всем людям. Глава. Если человек не находит ни воды, ни песка для очищения. Хадис под номером 336. Передается слов Айши о том, что как-то она позаимствовала у Асмы ожерелье, которое пропало. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправил одного человека, чтобы поискать ожерелье, которое он нашел, и их застало время молитвы. Но у них не было воды, и они совершили молитву без омовения. Они пожаловались из-за этого посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И Аллах ниспослал аят об очищении песком. Усайд ибн Худайр сказал Айше: «Да воздаст тебя Аллах добром. Клянусь Аллахом, не происходит с тобой что-то, что неприятно тебе, кроме как Аллах делает тебе и мусульманам в этом благо». Хадис под номером 337. Сообщается, что Аль-Арадж сказал: «Я слышал, как Умайр, вольноотпущенник Ибн Аббаса, сказал: однажды я и Абдуллах ибн Ясар, вольноотпущенник Маймуны, жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, отправились, чтобы зайти к Абу Джухайму, ибн Харису, ибн Симма аль-Ансари, и Абу Джухайм сказал: как-то пророка, да благословит его Аллах и приветствует, шедшего со стороны Бир-Джамаль, встретил какой-то человек, который поприветствовал его. Однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не ответил ему сразу, а сначала подошел к стене, обтер пылью лицо и руки и затем ответил на его приветствие. Глава. Следует ли очищающимся песком сдувать пыль со своих рук? Хадис под номером 338. Сообщается, что Абдур-Рахман ибн Абза, да помилует его Аллах, сказал: как-то раз к Умару ибн Аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, явился какой-то человек, который сказал: «Поистине, я осквернился и не могу найти воды для омовения». Услышав это, Аммар ибн Ясир сказал Умару ибн Аль-Хаттабу: «Помнишь ли ты, как однажды, когда оба мы были в пути, ты не молился, а я катался по песку, после чего совершил молитву? И я рассказал об этом пророку, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: поистине, тебе достаточно было бы сделать так». А потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, легко ударил ладонями о землю, подул на них и протер себе лицо и кисти рук. Глава. Очищение песком лица и кистей рук. Хадис под номером 339. Передают, что Саид ибн Абдур-Рахман ибн Абза рассказывал со слов своего отца о том, что Аммар ибн Ясир сказал это же. И Шуба ударил руками о землю, затем поднес их ко рту и затем обтер свое лицо и кисти рук. Хадис под номером 340.
Ибн Абдуррахман ибн Абза передал со слов своего отца о том, что он был свидетелем того, как Аммар сказал Умару: «Мы были в походе и осквернились». И он сказал: «Поплевал на них